Всем привет! Сегодня я вам решила показать новый торговый центр, который открылся в Ханое в районе Тэйхо. Это Lotte Westlake, где есть люксовые бренды, а также есть известные нам марки, такие как Zara, Marks & Spencer, Pull & Bear, Massimo Dutti и многие другие. Предлагаю прогуляться вместе по этому центру торговому и посмотреть, что там интересного еще есть внутри. Lotte Westlake состоит из отелей Lotte Hotels, вот здесь вы их можете видеть на фоне, и также вот он сам торговый центр. Сейчас у нас подготовка к Новому году идет и к Рождеству. Сегодня у нас 23 ноября 2023 года. Здесь вот уже установили елочку. И вот такой вот огромный торговый центр. Если вы сюда приезжаете на байке или на машине, здесь есть огромная наружная парковка для мотобайков. Как вы видите, здесь очень-очень много места. Здесь также есть что-то типа заправки, где сейчас стою. И также есть паркинг для машин вот сюда, вон, куда машина сейчас заезжает, вот туда заезжаете на машине. И, судя по всему, даже можно туда заехать и на байке. Сейчас вам предлагаю для начала сесть выпить кофейку с вкусненьким круассанчиком, и дальше мы уже пойдем внутрь торгового центра и посмотрим на торговые марки, которые там есть, и что сколько стоит. И также я покажу вам еще пару интересных фишек, которые есть внутри именно этого лотто-центра, которых больше нет нигде в Ханое. Практически возле главного входа есть такое вот место с фонтанчиками, очень уютненькое. И здесь находится кофейня под названием 10 тысяч. Я сейчас хочу туда пойти, заказать себе кофе с булочкой и показать вам вообще цены и как это все здесь выглядит. Пойдемте. Hello. Итак, я заказала себе маленький американо и круассан с лимонной глазурью. Очень, кстати, нежный и вкусный. Я здесь его уже раньше брала. Все это вместе вышло на 140 тысяч донгов. На самом деле ценник написан уже итоговый в меню. Но здесь, видите, в чеке они разбивают 8%, видимо, налог. И все остальное это как бы изначальная стоимость напитка и круассана. Порция американо здесь на самом деле достаточно большая. В других кофейнях это был бы medium size, смелый такой medium size. Здесь это S size, поэтому вот, имейте в виду, что маленький размер здесь как средний, а большой, скорее всего, будет прям очень большой. Ну что, выпив кофейку, идем внутрь торгового центра. Итак, заходим. Так, и на первом этаже нас сразу встречают вот такие вот всякие интересные брендовые магазины. Если честно, я когда сюда первый раз попала, мне интерьер чем-то напомнил Питерскую галерею. Если кто-то был в галерее в Питере, в центре города, может быть, как раз тоже увидит какие-то отголоски. Но здесь, конечно, более такой футуристичный дизайн, но что-то, какие-то отголоски есть. Особенно вот этот красивый декор возле эскалаторов мне вот чем-то напомнил Питерскую галерею. Здесь есть лифт, сразу можно видеть лифт.
Система эскалаторов здесь очень интересная. Получается, здесь есть эскалатор, который идет с одного этажа на другой, например, с первого на второй этаж. А также есть вот такие длинные эскалаторы, которые, например, переходят с четвертого на второй этаж, либо там с третьего на первый этаж. Здесь есть всякие такие люксовые бренды, как, например, Hermes, Disquired, Estée Lauder здесь есть. Особенно девушкам просто крайне рекомендую сюда приехать, особенно если вы любите краситься, потому что, да, здесь наконец-то в хоть одном торговом центре Ханоя есть нормальные магазины с косметикой, к которым вот мы привыкли. Я лично не очень крашусь, то есть я не использую столько косметики, но я знаю, что это достаточно серьезная проблема, чтобы вот так вот можно было прийти в торговом центре во Вьетнаме купить сразу косметику, причем таких достаточно известных марок, это большая редкость. Вот MAC здесь есть, например, целый фирменный магазин. Вот в правом крайнем углу первого этажа есть магазин алкоголя Bottle Bunker. Очень крутой магазин, кстати. Там представлены множество просто марок виски, вина, водки, джина, тоника, есть бехеровка, там все есть. Вот тоже, если вам нужен какой-то хороший алкоголь, обязательно сюда загляните. Магазин реально топовый, стоящий, очень стоящий. Здесь также есть Муджи, и, судя по всему, Муджи двухэтажный, потому что я видела, что вроде как он есть еще и на втором этаже, но мы сейчас еще посмотрим. Вот, дальше у нас идет магазин Tommy Hilfiger. Дальше прямо у нас Uniqlo, но Uniqlo в представлениях не нуждается. Я думаю, все о нем знают. Тоже классная одежда, качественная, хорошая. Давайте посмотрим ради интереса, сколько стоят духи. Например, духи Versace. Так, а ценника здесь нет. Да, так, ну-ка посмотрим. Ну вот, есть, например, Сальвадоре Феррагамо, стоит, так, сейчас, 3 миллиона 212 тысяч. Так, и это большая упаковка духов. Например, такая же марка маленьких духов стоит, так, сейчас посмотрим, 1 650 000. Так, давайте посмотрим Versace, потому что Versace, вот, я люблю вот такой вот аромат. Вот сколько здесь стоит большой Versace, я вам скажу, это слишком дорого или не слишком. Но здесь Versace стоит большая упаковка 2 миллиона 706 тысяч. В принципе, я вам хочу сказать, что это нормальная цена для этой марки. В других магазинах фирменных, именно вот, которые занимаются духами, в принципе, цена будет плюс-минус такая же. Сегодня $1 по курсу равен 24 тысячам донгов. Я вам показываю цены в донгах, так что вы можете примерно прикинуть, сколько это будет в долларах, и уже перевести в удобную для вас валюту вашей страны, в которой вы сейчас обычно считаете. Ну и вот же просто святая святых. В чате Ханоя люди уже просто исписались, все спрашивают, есть ли Зара в Ханое, есть ли вообще она во Вьетнаме, как можно ее найти в торговом центре. Вот, наконец-то Зара есть в торговом центре. Итак, мы вот сейчас пойдем в Зару и как раз посмотрим здесь на цены и на ассортимент. Так, ну допустим, вот начнем с этого. 1 999 000. Ну, мне кажется, это не самый лучший вариант для показа. Я вам вообще в целом даже покажу, как выглядит Zara во Вьетнаме, в Ханое, потому что, насколько я так понимаю, коллекции Zara обычно очень сильно отличаются в зависимости от региона проживания. В Азии, например, любят все такое достаточно блестящее, все такое вот немножко такое для фотосессии, скажем так. Вот, я лично люблю более такой минималистичный, сдержанный стиль. Вот, но, кому как, скажем так, всех вкусы разные. Поэтому тут уже каждый выбирает для себя, что ему нравится. Так, вот смотрите, например, вот такие туфельки стоят 1 400 000. Но я буду округлять, потому что на самом деле цена 1 400 000. Ну, это, конечно же, не кожа. Здесь нет сзади никаких наклеек. А вот есть. Ну да, это кожзам.
Если кто не знает, если вы видите вот такой вот не треугольничек, если вы видите вот такой вот ромбик, это означает, что вещь сделана из кожзама, либо из искусственной ткани. Ну, в данном случае из кожзама. Вот такая вот юбочка, кстати, очень прикольная, стоит всего 800 тысяч донгов. И материал у нее очень-очень мягкий, очень классный. Пуховичок стоит 1 700 000. Да, пусть вас не смущает то, что я нахожусь в Ханое, а здесь в основном висят осенне-зимние вещи. То есть как будто бы я нахожусь в каком-нибудь таком достаточно северном городе. Дело в том, что в Ханое достаточно суровая холодная зима. То есть местные +9 ощущаются как наша -5, потому что в Ханое высокая влажность. Поэтому, соответственно, зимой здесь висят вещи такие достаточно теплые в магазинах. Ну, как видите, по ценам так все более-менее приемлемо, мне так кажется. Давайте еще здесь посмотрим рубашечку. Я хочу дальше показать, здесь есть еще мужской отдел и детский. Ну, например, рубашка стоит тоже 800 донгов. Вот такая вот обычная, хорошая, базовая рубашка. Кстати, она сделана, опять же, из хорошей ткани. Это хлопок. Я даже на ощупь чувствую, что это хлопок. Вот. Вот есть всякие такие модненькие очень шапочки. Тоже стильные. Кстати, очень прикольная шапочка, хочу сказать. Такая очень интересная. Давайте посмотрим, сколько такая шапочка стоит. 629 тысяч. На самом деле прикольная. Очень, мне кажется, это вполне себе недорогая, доступная. Вот такое вот прикольная пальтишка. Тоже, кстати, для Ханоя нормально. И для байка подойдет. И просто гулять по улице, когда будет +9. Вот эта вещь прям очень-очень будет незаменима. Я говорю, пусть вас не смущает, что это все такое, как на вид, достаточно теплое, поверьте, в Ханое. Если вы такую вещь купите, вы потом сами себе скажете спасибо, особенно если вы водите байк. Как видите, Зару открыли единственную, но с душой, как говорится. Вот это я иду, это все по-прежнему продолжается женский отдел. Вот здесь находится касса. Вот отдел Kids, наконец-то. Так, ну, детские вещи... Я не буду слишком заострять на них внимание, можно немножко посмотреть, что сколько стоит. Например, рюкзак 1 100 000. Допустим, вот такая вот детская курточка стоит 1 200 000. Так, например, что-нибудь еще. Вот обувь, допустим. Давайте обувь посмотрим. Вот, ботиночки, например, обычные вот такие вот ботиночки. 1 миллион донгов. Так. А вот и я. Всем привет. Дальше у нас идет мужской отдел одежды. Давайте посмотрим, что же нам Zara предлагает во Вьетнаме для мужчин. Как мужчины должны одеваться в сезон 2023-2024. Так, кстати, хочу обратить ваше внимание, особенно мужчины, сейчас внимание. Здесь есть нормальные размеры. Ну вот, например, вот это считается размер L. Вот на манекене висит размер L. Но визуально похоже, что это реально L. Это не M, и не S, и не XS, да, потому что мы знаем, что во Вьетнаме очень-очень много маломерок. То есть, если вы в Заре берете размер L, либо XL, да, то есть это будет именно тот размер, который вам нужен. Ну, давайте посмотрим, что еще. Тоже, видите, достаточно неплохой выбор всего. Вот я так, в общем... И в целом покажу, что здесь есть. Рубашка стоит 1 300 000, мужская. Это такая вот обычная базовая однотонная рубашка, допустим, синяя, серая, такая цвета хаки. Брюки стоят 1 300 000. Вот уже есть что-то по акции, например, 529 000 донгов. Обычный такой базовый свитерок с горлышком. В целом выбор в местной Заре мне понравился, особенно мне нравится то, что здесь достаточно много вещей из натуральных тканей. И магазин очень-очень большой, видите, он занимает, ну, такую добрую половину первого этажа. Следующий магазин у нас Massimo Dutti. Давайте для примера посмотрим, что сколько стоит в этом магазине. Здесь хорошо, что вещи сразу собраны в комплекте. Можно вот так вот сразу все комплектом и купить. Например, вот такой комплект, такой вот свитерок стоит 3,5 миллиона.
прошу прощения, это юбка. Юбка стоит 3,5 миллиона донгов. Так, например, давайте что-нибудь еще посмотрим. Такая вот кофта. Так, вот такая вот кофточка тоже стоит 3,5 миллиона. Но материал тоже такой достаточно мягкий, очень мягенький, теплый. И состав у кофточки получается 53% вискоза, 26% полиэстер. Так, ну, в целом, да, неплохой состав. Да, он на ощупь достаточно мягкая ткань. Видите, она даже на камеру видно, что она достаточно такая симпатичная, хорошая. Пальто на осень, на зиму здесь стоит 8 миллионов. Ну да, цена, честно говоря, конечно, не маленькая для Вьетнама, для Ханоя. Но выглядит хорошо. Мне очень нравится этот бутик. Он прям выглядит именно как бутик. Очень все так аккуратненько, прям люксово. Так, ну, например, что у нас здесь? Вот ботиночки, например, стоят тоже 3,5 миллиона. И это натуральная кожа. Полностью натуральная кожа, как мы можем видеть. Кстати, очень симпатичные ботиночки. Вот, кстати, для Ханоя вот такие ботиночки самое то на зиму. Потому что здесь, конечно, холодно, но не прям, как не знаю, как в наших странах, да, зимой. Здесь снега, конечно же, нет, поэтому такие вот ботиночки можно смело покупать. Кстати, я обратила внимание на очень интересную деталь. Вещи сделаны во Вьетнаме. Это фирменный магазин, да, это достаточно известный бренд, но вещи сделаны во Вьетнаме. И качество, хочу сказать, вещей очень хорошее. Ну вот, например, есть кардиганчики от 2 миллионов. Как я понимаю, это уже начинается мужской отдел в бутике. Так, давайте посмотрим, например, рубашки. Вот, например, рубашка, сколько она стоит. Да, вот тоже 2 миллиона. Кардиган 2 миллиона и рубашка тоже 2 миллиона донгов. Хочу еще обратить внимание, то, что здесь обувь есть нормальных мужских размеров. Вот, например, эта пара стоит на витрине 41 размера, но может быть размер до 46-го вот этой пары обуви. И как мне сказала продавец-консультант, нужно спрашивать по конкретной паре обуви, которая вам нравится, и если есть в наличии большой размер, то, соответственно, они вам его дадут, и можно будет купить большой размер обуви. Так, второй этаж нас встречает магазином Converse. Ну, Converse есть на самом деле много где во Вьетнаме, причем это фирменный Converse. Даже я вот сегодня в их обуви фирменной. Так, второй этаж больше уже связан со спортом. И уже здесь находятся всякие такие марки, как, например, Mango. Итак, вот, например, цена 1 990 000 на вот эти кроссовочки. Так, на те, которые 50% скидки, я ценника не нашла. Но можно примерно прикинуть, что если эти стоят около 2 миллионов, если будет скидка 50%, соответственно, они будут стоить миллион. Кстати, очень-очень хорошая цена для кроссовок. Вот есть скидка 30%. И здесь они стоят изначально 2 190. Вот, 2 190. То есть со скидкой они будут еще дешевле. На самом деле в Lotte Westlake находятся не самые дешевые марки одежды и, возможно, не самая дешевая обувь, потому что те, кто давно живут во Вьетнаме, знают, что здесь можно купить кроссовки гораздо дешевле и можно, конечно же, найти одежду, которая стоит не 2 и не 3 миллиона, а гораздо-гораздо дешевле. Но этот торговый центр наполнен именно такими хорошими брендовыми магазинами, поэтому за бренд, соответственно, цена выше.
Но я хочу сказать, что, например, в той же Заре или вот Massimo Dutti там и качество одежды все-таки чуть получше, чем в каком-нибудь условном магазинчике, где одежда будет стоить гораздо меньше. Так, продолжаем гулять по второму этажу. Это магазин обуви. Это тоже магазин обуви. Charles & Keith. В Тимберленде вот скидка сейчас 50%, очень классно. Тоже, кстати, очень качественная рубашечка такая, даже рубашка-куртка такая, очень интересная. Очень советую, кстати, заглянуть в Тимберленд. Здесь действительно сейчас скидки вообще до 70%. Так, например, кроссовки стоят... О, они стоят 2 миллиона, 1 999 000. Кстати, обратите внимание, что вот эти кроссовки стоят ровно столько же, сколько в магазине Skechers. Это со скидкой. При том, что все-таки в Тимберленде качество даже может быть получше. Тоже вот на обувь 50% скидки есть, даже до 70 тоже процентов. Что-то. Круто. Вот мы приближаемся к магазину Pull & Bear. Единственный магазин Pull & Bear во Вьетнаме. Нигде больше я его не видела. Не знаю, правда, как в Хошимине. Может быть, в Хошимине, конечно, есть, но в Ханое это точно единственный магазин Pull & Bear вообще, который есть. Так, цены здесь. 1 400 000 стоит курточка. Кстати, тоже такая достаточно мягенькая, хорошая курточка на осень-зиму в Ханое. 600 донгов брюки стоят. Такие вот брюки, скини. Футболка стоит, давайте посмотрим, сколько. Футболка стоит вообще 400 донгов. Супер. Это цены уже действительно недорогие, хочу вам сказать. Тоже вот есть сейчас скидки. Например, вот такой вот худи сейчас, как я понимаю, стоит 600 донгов вместо 900. Так. Тоже есть обувь спортивная. Вот такой вот отдел мужской. Так, вот дальше начинается женский отдел. Тоже вот, например, штанишки стоят 600 донгов вместо 900. Очень, кстати, мягкие, тоже классные штанишки. Прям вообще на ощупь супер. Прям очень-очень круто. Особенно будет, наверное, для прогулок. Шикарные штанишки. Так. Давайте посмотрим, например, джинсы. Здесь крой такой прямой, даже немного суженный. Вот цена 1 миллион донгов. Это джинсы. На штаны тоже сейчас скидка 600 донгов. Стоят женские брюки, джинсы. Всякие такие вот интересные. Так, и гольфики тоже стоят по 600 донгов. Мне очень нравится здесь материал. Смотрите, даже камера передает, насколько вот мягкая, классная ткань. Вот честно, я прям приятно поражена, что вот во Вьетнам вот такие марки, как Pull & Bear, вот Zara, да, Massimo Dutti, ну и остальные, да, они завозят достаточно качественные вещи. Ну, конечно, встречаются тоже там, акрил, полиэстер, но его как-то гораздо меньше, чем прям вот классных, хороших, хлопковых, льняных, шерстяных, либо вот вискозных вещей. То есть прям вообще отличный выбор. И, как видите, цена, особенно в Pull & Bear, цена вообще классная. Вот даже без скидки, в принципе, вот джинсы стоят 800 донгов. Я скажу, ну это вот такая базовая цена для нормальных джинс, причем на женскую европейскую фигуру, потому что в Pull & Bear все-таки, я думаю, будут европейские размеры. Вот давайте посмотрим на женские. Вот это, допустим, европейский 38 размер, 38, 40, 42, 44, 46. Но, соответственно, здесь причем это будет именно европейский размер, а не вьетнамский, когда вы покупаете
например, 38 размер, а по факту оказывается, что он вообще 34. Здесь это будет действительно ваш размер. Супер! Если вы, короче, сейчас вдруг в Ханое или планируете в ближайшие пару месяцев, потому что сейчас у нас скидки по Черной пятнице, а дальше будет Рождество, Крисмас, так что скидки, я думаю, еще будут продолжаться вплоть до Нового года. Обязательно загляните в Pull&Bear. Здесь действительно очень такой неплохой, достойный выбор. И вот у нас следующий магазин по дороге, это Marks & Spencer. Тоже впервые вообще вижу Marks & Spencer во Вьетнаме, а я здесь живу уже 4 года. Тоже сейчас скидки здесь 15%. Давайте посмотрим. Покупаешь 3 или более вещей, 15% скидка. Так, здесь магазин начинается с женской одежды. Ну, цены примерно одинаковые на мужскую и женскую одежду, поэтому смотрим. 1 350 000 стоят джинсы. Мы с вами приехали на 3-й этаж, и я вижу, что здесь очень много именно детских магазинов. Так, у кого дети есть, вот welcome на 3-й этаж сразу. Здесь, я так думаю, вам будет чем заняться. Вот есть такое какое-то очень интересное заведение. Это, оказывается, вегетарианский ресторан. Здесь подают еду как в виде буфета, то есть вы заказываете буфет и вам приносят разные позиции, либо же вы можете заказать одно блюдо и вам принесут только одно конкретное блюдо, которое вы захотите. Ну, например, здесь вот есть вегетарианские спринг-роллы, это традиционная вьетнамская кухня, только здесь они, видимо, будут без мяса. Вот салатики есть всякие, давайте посмотрим. Ну вот есть суши. Единственное, по ценам, к сожалению, я вам не скажу, но в меню все выглядит очень аппетитно. Смотрите, и самое главное, само место. Я сразу обратила на него внимание, когда первый раз только сюда пришла, вот в торговый центр. Очень необычном стиле сделано заведение. Видите, здесь даже все сидят, фотографируются, потому что очень-очень красиво и необычно все сделано. Давайте так чуть тихонечко заглянем, что там внутри. О, вот такие вот столики. Такой вот очень прикольный каменный такой прям интерьер. Все сделано из настоящего камня. Супер. Я думаю, сюда стоит сходить. На самом деле, попробовать, что здесь за кухня. Также на 3-м этаже есть вот такой вот магазин. Что-то типа Икеи. Я не буду прям подробно, детально туда заходить, все рассматривать. Но даже отсюда можно увидеть, что здесь прям все для дома. Так, ну, допустим, мягкий уголок стоит 8 900. Что-то типа, да, диванчик стоит 8 900. Ну вот а-ля местная Икея. Но вот здесь прям, я хочу вам сказать, все очень так, очень сильно напоминает Икею, но визуально качество мебели такое достаточно хорошее. Вот. Как-то выглядит все так достаточно интересно. Так что вот, если вам нужны какие-то товары для дома, и смотрите, тут как-то даже
декор такой достаточно уютный, да. Вот, можете сюда приехать и выбрать что-нибудь такое интересненькое для дома. Вот пока вы гуляете по торговому центру, периодически встречаются всякие разные кофейни или рестораны. Вот, например, прямо возле магазина Come Home стоит кофейня. Они здесь как-то очень, кстати, расположены очень так неожиданно иногда, эти кофейни. Магазин Юск тоже интересный выбор, да, здесь тоже очень красивый декор, ну, как всегда. Все как всегда в этом магазинчике, тоже все уже к Рождеству здесь есть. Они всегда, кстати, одни из первых выкладывают рождественский товар на полки, потому что вот сейчас конец ноября, но на самом деле здесь вот эти все товары для Нового года, для Рождества появились вообще чуть ли не в конце октября. Ну вот, допустим, самый простой такой декор, 159 донгов, 99 донгов за такие маленькие шарики. Тоже, кстати, да, не очень так прям дорого. То есть можно что-нибудь купить себе, вот так порадовать себя к Новому году. Классный магазин Lock and Lock с товарами для дома. Тоже всегда очень качественный магазин. Но, скажу вам честно, мне кажется, что здесь цена иногда завышена. Я бы рекомендовала на самом деле заказывать Lock and Lock на Лазаде. Лазада — это местный интернет-магазин. И там ровно товары ровно из этого же магазина стоят дешевле, чем в самом магазине. Вот. Так что здесь иногда выгоднее заказать что-то в интернете. Так, магазин товаров для гольфа. Вот на третьем этаже есть целый food hall. Видите, здесь кухня разных стран мира. Здесь есть и тайская кухня, и рамен, и суши, и все такое прочее. Я сейчас вам хочу показать одну марку, которая очень классная, и я вам очень советую ее попробовать. Это сеть вьетнамская с фобо. Фобо — это традиционное блюдо Вьетнама, кстати, родом из Ханоя. Здесь, в этом фошнице, ценник выше, конечно, чем везде, но, честно, оно того стоит. Я вам очень советую попробовать фо однажды вот именно в этой сети. Вот еще есть Korean Snack Bar какой-то интересный. И вот здесь есть такие вот очень интересные какие-то штучки. Смотрите, всего по 45-40 донгов, даже 25. Если вы захотите откушать на вот этом фудкорте, вы будете кушать с классными видами на Ханой. Вот там колесо обозрения возле ханойского Water Park, но, к сожалению, оно не работает. Я не помню вообще, работало ли оно когда-либо, но виды прикольные зато на город. Вот видите, здесь достаточно большой фудкорт. Также японская кухня. Кафезян тоже очень классная марка. Они знамениты своим эк-кофе, яичным кофе. Это традиционный тоже кофе, родом из Ханоя. Давайте посмотрим меню. Так, где же этот классический? Вот, эк-кофе, кафе Чун. 40 донгов. Так, 40 донгов. Вот да, это их вот это их традиционный кофе. На самом деле, эта же марка есть в самом центре Ханоя. Именно в месте, собственно, где зародилась эта марка. И там кофе стоит 25 донгов, точно такой же.
На 4-м этаже у нас находится книжный магазин, небольшой такой, тоже со всякими там сувенирчиками. Книжный называется вот таким вот названием. Напротив него находится магазин тоже всяких таких подделок, каких-то сувенирчиков, таких вот типа для дома и канцелярских принадлежностей, стикеров. А еще здесь есть такой вот маленький магазинчик с аромасвечами. Тоже частенько вижу запросы в местных чатах, что где можно купить всякие аромасвечи, масла. Синчао. Вот. Тут всякие, я так понимаю, ароматы в целом и для дома. Да, вот. Тут аромапалочки продаются. Да, есть вот свечи небольшие, есть палочки. Я сейчас предлагаю спуститься на 0-й этаж и посмотреть, как выглядит вход в океанариум. И также хочу вам показать немножечко местный супермаркет. Вот здесь на 0-м этаже находится океанариум, называется Lotte World Aquarium, Ханой. Вот так вот интересно выглядит вход. Я очень рекомендую вам его посетить, так как здесь есть очень много видов экзотических рыбок. Кстати, частично рыбок мы можем видеть уже вот здесь. Вот такие симпатичненькие плавают. И фишка в том, что здесь есть как такие вот маленькие рыбки, так и акулы, настоящие акулы. Небольшого размера, но они есть. И есть еще морские котики. Скоро планируют завести еще пингвинчиков, поэтому в тот момент, когда вы сюда придете, возможно, уже сможете посмотреть на пингвинчиков тоже. Итак, вход в океанариум стоит 450 тысяч донгов для взрослых, 300 тысяч для детей, если вы не резиденты Вьетнама. Но если у вас есть карта резидента Вьетнама, вот это Temporary Residence Card, голубенькая, то, соответственно, цена будет 280 тысяч донгов для взрослого. Здесь на 0-м этаже также есть Highlands, очень хорошая марка кофе. Здесь есть как классический вьетнамский кофе, тоже есть американо, капучино, всякие пироженки. И цена здесь такая достаточно адекватная, демократичная. И также вот здесь есть Lotte Mart крупный. Здесь вам хочу для примера показать, сколько стоит готовая еда в Lotte. Ну вот, например, вот такая вот порция простая с рисом стоит 38. Вот можно тоже накладывать. Например, лапша с мясом стоит всего лишь 32 донга. Также есть что-то типа супчиков. Вот, фо стоит 45 донгов, фога 35. Манго тоже 35, ну вы видите, в общем, цены. Если вы хотите бюджетно перекусить, вот советую спуститься в Lotte Mart на 0-м этаже и здесь вот взять себе что-нибудь покушать, потому что в ресторанах наверху, конечно, это будет все стоить дороже. И когда вы взяли себе готовую еду, прямо вот здесь же можно покушать. Единственное, что я вам советую приходить сюда в будний день, потому что в выходные здесь просто убийство из народу, и в выходные вы разве что сможете взять поесть с собой. Здесь сесть будет просто нереально. Но в будний день, в обычный будний день, вот здесь достаточно много свободных столиков. Спасибо вам за просмотр. Обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующие видео про Вьетнам. Всем пока-пока!